дорогие друзья! Я рада вас всех приветствовать. В этом видео я особенно приветствую тех, кто родился под знаком зодиака Стрелец. Начался месяц апрель, и мы посмотрим, каким будет апрель для стрельцов. Мы рассмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет с предостережением. У нас будет одна общая позиция для всех, один вариант для всех стрельцов. Поэтому, уважаемые стрельцы и все, кто интересуется их жизнью, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Давайте будем смотреть, что же готовит апрель стрельцам. Общая атмосфера, с нее мы начнем. Каким в целом будет месяц апрель для стрельцов? Вы знаете, очень актуальны для вас будут финансовые и материальные вопросы. На почве решения, обсуждения финансовых каких-то вопросов и проблем могут складываться недопонимания или такие вот не самые приятные разговоры с вашим окружением. Коллеги, партнеры, друзья. Метла – это карта, грубо говоря, ссор, предъявление претензий и выяснение отношений. Но это не только отрицательный смысл, это еще и большая стирка, большая уборка, потому что метла, она призвана расчистить пространство. И если эти претензии будут выражены в нужном формате, в нужном ключе, если эти претензии будут услышаны и приведены к конструктивному разговору, то, конечно же, безусловно, эта ситуация, она пойдет вам на пользу. И в результате вот этих претензий вы сумеете расчистить то пространство, в котором вы находитесь, либо избавиться от тех факторов, которые мешают идти к цели, либо избавиться от тех коллег, партнеров, людей, друзей, которые, собственно, вам мешают. Но в любом случае карта рыбы – это получение каких-то хороших результатов. Это, знаете, как поймать золотую рыбку. Очень часто рыба указывает на скользких людей. И вот именно от скользких людей здесь придется избавиться. Ключом ко всему, то есть вот этим зерном будет являться финансовый вопрос. Да, все на почве финансов. Апрель – это месяц таких материальных моментов для стрельцов. Будут трудности, но преодолев их, вы будете настолько сильны, настолько закалены и укреплены, что вам уже не страшно будет двигаться вперед, да, то есть перейти Рубикон, это называется, преодолеть какие-то сложности, трудности, сдать экзамен. И уже, имея какую-то такую четкую квалификацию, вы можете двигаться дальше, вперед, и уже вам ничего не будет страшно, ничего не будет тревожно. Теперь давайте посмотрим сферу работы для стрельцов в апреле. Карта повешенной. Знаете, какая-то зависшая ситуация, но эта зависшая ситуация не просто так. Вот это то, о чем я говорила. Либо нужно будет чем-то жертвовать, либо нужно будет принимать чьи-то условия, выдвигать свои условия, требования, потому что вы стоите на пороге какого-то нового дела. Вы готовы двигаться вперед, вы готовы строить карьеру, вы готовы реализовывать какие-то новые проекты, но все упирается в финансовый вопрос. И здесь придется, вкладываться, идти на диалог, идти на компромиссы с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете, решать трудные моменты, решать сложные моменты. И это будет непросто, но вы идете, вы знаете куда, вы идете в гору, вы идете к успеху и прогрессу. Поэтому эти трудности, которые ждут вас, уважаемые стрельцы, в апреле, их нужно будет преодолеть, бояться их не надо. Что будет с финансами? Давайте посмотрим. Но мы уже знаем, что весь апрель у вас месяц финансов. Тройка жезлов.
А здесь все хорошо, здесь все стабильно. У кого-то финансы приходят благодаря женской фигуре. Это может быть сестра, это может быть супруга, это может быть мать, коллега, бухгалтер, кто угодно. Но у вас все стабильно. И благодаря вот этой женской фигуре, благодаря тому, что вы продолжаете начатое, вы идете в нужном направлении, у вас финансы ваши увеличиваются, доходы ваши увеличиваются в геометрической прогрессии. Вы в позиции победителя. Те сложности, которые возникнут у вас в апреле, вы просто решите на раз-два. Будете щелкать их как орешки. И решение вот тех трудностей, о которых мы говорили чуть раньше, оно необходимо. Потому что вам важно решить финансовые вопросы, деловые вопросы в положительном для себя ключе. Вас ждет, безусловно, движение вперед. У вас и карьерный рост, и финансовый рост, и успехи, которые, да, действительно требуют затрат и энергетических, и финансовых, и каких-то иных жертв. Но, тем не менее, все, что вы делаете на пользу. Вы не под гору идете, вы в гору поднимаетесь. Далее давайте посмотрим сферу любви. Что в любви у стрельцов? А в любви любовь, туз кубков. Это, конечно же, безусловно, радует. У многих может быть такая ситуация, что вы на расстоянии. Так, смотрите. Для мужчин здесь может отыгрываться какое-то новое знакомство. Здесь кубковая королева может прийти в вашу жизнь. Для женщин здесь, знаете, у большинства новых знакомств не предвидится, да, то есть новых мужчин в вашей жизни не предвидится. Но та ситуация, в которой вы находитесь, тот человек, который уже есть в вашей жизни, вот эта ситуация, она наполнена любовью. И у многих здесь отыграется как расстояние, необходимость куда-то ехать, необходимость быть вдалеке друг от друга. Но вы любите. Вы женщина, сердце которой наполнено любовью. И благодаря вот этой любви ваш союз, он крепнет, ваш союз, он сохраняется. У кого-то здесь может отыгрываться такая ситуация, когда есть соперница. Да, не у всех, но... Здесь все сводится к тому, что пока вы на дистанции, на расстоянии со своим мужчиной, какая-то женская фигура может оказывать на него влияние. Причем эта женская фигура, она питает к нему интерес и чувства. Но между вами любовь, между вами у кого-то семья, у кого-то стабильные отношения. И ни в коем случае не нужно бояться вот этого расстояния, потому что истинные чувства, они не пройдут. Истинные чувства, они выдержат любое испытание. И даже если какую-то долю внимания ваш мужчина будет уделять вот этой женской фигуре, да, у кого-то вообще может отыгрываться то, что он к женщине уехал, но по 8 кубков человек всегда возвращается в лоно семьи, в лоно своих стабильных, постоянных отношений. Теперь давайте посмотрим, к чему стрельцам стремиться. Предложение возможности. Вы знаете, а у вас здесь, ну, во-первых, если вопрос ссор, примирений, обязательно всегда нужно стараться сглаживать острые углы. И если говорить про финансы, потому что у нас весь апрель под эгидой финансов проходит у стрельцов, то важно уметь увидеть выгодные предложения, новые возможности. Как правило, эти возможности будут исходить из уст хороших друзей, близких друзей, из уст родственников. Тройка кубков — это, как правило, работа со своими, когда вы с близкими людьми, со своими такими близким окружением осуществляете какие-то планы, цели и проекты. Карта звезда — это движение к поставленным целям. Ни в коем случае не нужно сворачивать с намеченного пути. Могут быть некие такие, знаете, пробуксовки, потому что рыцарь Пентаклей, он медлительный персонаж. И торопиться здесь не нужно, торопиться здесь не стоит. Здесь стоит идти основательно. Основательно с теми людьми, которым вы можете доверять. Потому что здесь и пентаклевая королева, и жезловый король, судя по всему, у кого кто, но могут оказать вам вот именно действительно такую значимую поддержку. Поэтому, пожалуйста, сумейте
увидеть вот эти вот новые возможности. Старайтесь осуществлять все дела с своими близкими людьми, с теми, кому вы доверяете, и обязательно двигаться в направлении поставленной цели. Что касается, у многих, кстати, здесь может отыграться командировка, да, по финансовым вопросам, в связи с этим разлука, пребывание на расстоянии, но эта поездка нужна, этой поездки нельзя избежать, потому что эта поездка, она является одним из залогов успеха финансового, вот именно у стрельцов в апреле. Давайте посмотрим, чего стоит остерегаться стрельцам в апреле, чего остерегаться. Вот все перемены, которые вы осуществляете очень осторожно. Карта императрица. Вопросы материнства, вопросы родительства, вопросы такой вот стабильности, когда женщина в особом положении. Это мать, это беременность, это позиция руководителя. Вот здесь важно все вот эти вот моменты решать очень вдумчиво и кропотливо. И вы знаете, вот у большинства здесь, да, действительно отыграется такое, что в тот момент, когда вы со своим партнером оказываетесь на расстоянии, здесь могут иметь значение моменты общения с третьими лицами, потому что паж кубков – это состояние романтики и бабочек в животе. Так вот, на этих бабочек ни в коем случае не нужно вестись. У многих здесь может возникнуть даже такой импульс, когда вот скружило голову и хочется каких-то перемен. От перемен, пожалуйста, воздержитесь. Ставьте в приоритет те цели, которые вы изначально себе намечали, потому что месяц для вас ответственный, месяц для вас сложный. Самыми такими основными моментами и вопросами являются финансовые вопросы. И вы знаете, вот шестерка кубков – это связь времен. Важно обязательно обращать внимание на то, что долгосрочно, на то, что началось когда-то давно, имеет значение на сегодняшний день и будет актуально через год, через 10 лет и так далее. У каждого свое, у кого-то там год, у кого-то месяц, у кого-то 10 лет и так далее. Поэтому, уважаемые стрельцы, вот такой был прогноз для вас на апрель. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео.